В начале июля жители Оклахомы проснулись от странного и удушающего запаха, напоминающего что-то гнилостное и тяжелое. То, что когда-то было их любимой рекой, служившей источником жизни, превратилось в зловонное кладбище. На поверхности воды плавали миллионы мертвых рыб, а некоторые из них были такими большими, что создали эффект плавающего острова. Местные жители в панике начали быструю оценку ситуации, но их надежды на то, что это всего лишь временное явление, быстро улетучились. Первые, кто начал фиксировать это ужасающее событие, были местные жители. Они вытаскивали свои телефоны и снимали происходящее, надеясь, что это всего лишь какой-то редкий природный катаклизм. Репортеры и журналисты начали задавать вопросы, но ученые и власти не могли дать внятного объяснения происходящему. Проверки не выявили никаких выбросов химикатов, и ни о каком тепловом ударе не могло быть и речи. Жители все больше беспокоились, но их тревога, казалось, никого не интересовала. Люди начали паниковать. Они пытались установить связь с местными властями, чтобы выяснить, что же произошло. В социальных сетях начали появляться сообщения о возможном экологическом бедствии, и люди создали группы для обсуждения этого. Обсуждения принесли свои плоды. Местное телевидение выступило с первым репортажем о событиях, и вскоре на место происшествия направились многочисленные репортеры, желающие запечатлеть это на камеру. Ситуация ухудшалась. Жители начали жаловаться на ухудшение здоровья, болезненные головные боли и тошноту. Федеральные эксперты прибыли, и их лица были полны шока от масштабов гибели рыбы. Пробы воды не показали токсинов или вредных бактерий, но работающие с ними ученые стали осознавать, что это бедствие может иметь серьезные последствия, выходящие за пределы обычного загрязнения. Пробы почвы показали загадочные аномалии, что только усугубило беспокойство. Объединив усилия с местными экологами, получилось собрать небольшую группу, которая исследовала реку в разных местах. Они заметили, что в некоторых участках рыбы и другие организмы, похоже, начали проявлять странные симптомы. Странное поведение, движение среди поверхности с нарушениями координации. Это новшество добавило еще одно измерение в таинственную ситуацию. Среди местных экологов и активистов выделялся один – Майкл Леука, который не только долгое время изучал экосистему реки, но и снял странные наблюдения. Он заметил не только аномалии в поведении рыб, но и фосфорицирующее свечение воды, которое в темноте выглядело поистине мистически. Его записи об этих наблюдениях исчезли с ноутбука после того, как он обратился в местную администрацию. Пытаясь восстановить данные, он чувствовал растущее давление со стороны властей. Странные вещи продолжали происходить. Профессор Джейкоб, научный руководитель Майкла, тоже внезапно исчез без объяснений. Эти обстоятельства начали создавать атмосферу страха и паранойи среди жителей. Каждый день появлялись новые отчеты о странных исчезновениях и аномальных явлениях. Люди начали бояться не только за свое здоровье, но и за жизнь своих близких. В социальных сетях появился хэштег «Оклахома безмолвие», под которым жители делились своими страхами и догадками о причинах ужасного происшествия. Федеральные эксперты начали использовать дроны для отслеживания загрязнения, однако связь с дронами часто обрывалась, сигнал глушился. Наконец, в реке были обнаружены следы гексафторида серы, вредного химического соединения, используемого в высоковольтных системах. Ученые быстро пришли к выводу, что наличие данного вещества указывает на возможные токсичные утечки от соседнего военного объекта или лаборатории. Обсуждение полученных результатов вызвало огромную бурю. Становилось очевидным, что реальная угроза существовала, и местные власти должны были действовать быстро, чтобы разобраться с ситуацией. Однако, несмотря на всю серьезность моментов, организовать какие-либо спасительные операции было сложно, так как никто не знал, как глубоко проникло загрязнение в экосистему. Журналисты, искавшие информацию о загрязнении,
наткнулись на старую карту с указанием заброшенной лаборатории гидродинамических исследований. Эта находка привела к плану немедленного рейда. Съемочная группа отправилась на поиски и вскоре нашла заброшенное здание и сеть подземных тоннелей. Внутри этого заброшенного места они наткнулись на огромный бак, наполненный экспериментальной биомассой, и, судя по всему, это было связано с недавними аномалиями. Исследование этого объекта могло стать ключом к несчастью, охватившему руины реки. Тем временем местные жители начали выражать свои опасения по поводу того, какие тайны скрываются за дверями этой лаборатории. Каждый вечер в социальных сетях и новостях у людей возникали разные теории заговора о том, как и почему произошла трагедия. Но на следующий день произошло нечто еще более загадочное. Здание исчезло, оставив только вспаханную землю и следы колес черных грузовиков. Местные жители видели конвой из черных грузовиков и вертолетов, которые эвакуировали что-то важное. Власти молчали. Журналисты получали предупреждение о том, чтобы они не разглашали свои находки. Это было не похоже на обычное закрытие лаборатории. Проявлялась серьезная ошибка или намерение затушить факты. Ситуация накалялась. Вода из зараженной реки достигла фермерских хозяйств, и ужасные последствия не заставили себя ждать. У коров началась диарея, у кур пропало яйценосное поведение. Фермеры начали обнаруживать следы веществ, которые были идентичны тем, что использовались в военных разработках. Это восстановило их страх о том, что они могли стать жертвами чего-то гораздо более опасного, чем просто природное бедствие. Первый звонок прозвучал, но комиссия по экологии по-прежнему не реагировала должным образом. Постепенно кошмар стал абсолютно реальным. У теленка, который пил воду из реки, начались судороги и паралич. 5-летняя девочка, гуляя у реки, потеряла возможность двигать правой рукой после купания в реке. Ее отец, Рэй Паркер, был в ужасе, когда нашел в ее волосах следы тяжелых фторсодержащих соединений. Это не могло быть обычным стечением обстоятельств. Рэй Паркер, не зная, что делать, решил выложить свою историю в интернет. Он надеялся, что это поможет привлечь внимание к проблеме, и, возможно, кто-то сможет помочь ему и его дочери. Его пост в социальных сетях моментально стал вирусным, и многие местные жители начали делиться своими собственными историями. Но вскоре его канал был заблокирован за нарушение политики платформы в отношении дезинформации. СМИ отказались брать интервью, полиция не отвечала, врачи не комментировали состояние дочери. Тогда на сцену выходил Алекс Маклауд, бывший сотрудник лаборатории Гидра. Он связался с местной газетой, утверждая, что знает, что произошло на самом деле. Он рассказал о тайном проекте, который проводился много лет назад, связанном с разработками ядовитых веществ. Алекс рассказал о проекте «Пион», который разрабатывал биологические агенты для разрушения речных экосистем противника. Один из прототипов — биополимер, который мог впитывать кислород из воды, был похоронен в реке. По мнению Алекса, утечка этого биополимера могла иметь катастрофические последствия для экологии региона и местных жителей. Его откровения только подогревали общественное беспокойство. Газета, опубликовавшая это разоблачение, вскоре удалила статью, а главный редактор ушел в отставку по необъяснимым причинам. Алекс также таинственно исчез, несмотря на отсутствие семьи и друзей, что добавляло больше подозрений к его заявлению. Это подчеркивало глубину заговора. Оказалось, ситуация была не уникальной для Оклахомы. Похожие аномалии начали появляться в другой реке, находящейся в 500 километрах от Оклахомы. В Миссури местные жители обнаружили тысячи мертвых рыб и маслянистую пленку на воде. 3 подростков, искупавшихся в воде, были госпитализированы с химическим ожогом. Это только подтверждало, что проблема имеет более широкий охват. Экологи, занимающиеся расследованием, быстро обнаружили, что состав токсинов в обоих случаях был идентичен. Вещество обладало способностью к самораспространению
и сохраняло активность неделями, что означало, что оно могло представлять глобальную угрозу. Всевозможные анализы образцов позволили установить, что это соединение связывало все наблюдаемые случаи. Старый сотрудник Минобороны, работавший над этим проектом, передал копию документа от 1970 года о стратегических биохимических захоронениях вдоль водных артерий США. Документ, помеченный грифом «Особо важно», был подписан 2 чиновниками, один из которых впоследствии стал сенатором. Это открытие бросает тень на истинные намерения и опыт, который имела армия с этими веществами. Обсуждения по этому документу на заседаниях Сената только усиливали интерес общественности к ситуации. Биохимик предположил, что в соединении могли произойти мутации, что могло вызвать не только гибель рыб, но и опасные мутации у других организмов. СМИ наконец-то начали возвращать эту тему в эфир с серьезными заголовками, но только после того, как ужас ситуации стал неоспоримым. Сенат США собрал срочное заседание по вопросам национальной экологической безопасности, и каждый губернатор начал личные расследования. После дождя река в Оклахоме начала восстанавливаться, но всего через неделю мутная жидкость снова начала просачиваться из-под земли. Экологи опубликовали открытое письмо, призывая к открытому обсуждению проблемы. Фермеры, лишившиеся своего скота, начали протестовать и требовать ответа на свои вопросы. Один из них даже написал в блоге: «Природа не прощает, и она снова напомнит о себе в будущем». Никто не знал, что произойдет дальше, но можно было с уверенностью сказать одно: эта история стала важным предупреждением о том, как человеческая деятельность может разрушать экосистему и угрожать всем живым существам. Теперь жителям Оклахомы и всей страны требовалось бороться за свои жизни и за природу, которая как никогда нуждалась в защите. Подписывайтесь на канал. Здесь каждый день выходит много интересных историй.